Здравствуйте, вы на канале Vitiligo AI, и сегодня я расскажу вам о том, как проводят классификацию различных форм vitiligo. Вы, наверное, удивитесь, а где наш основной ведущий вид? Ответ такой: поскольку мы аватары, то можем принимать любой облик. Меня зовут Витта, и сегодня я веду эту запись. А теперь про классификацию vitiligo в современном понимании ее медициной. В 2012 году была принята современная классификация vitiligo, которая разделяет заболевания на три основных типа: сегментарное, несегментарное и недетерминированное. Эта система классификации используется во всем мире и предоставляет наиболее точную информацию о разновидностях vitiligo. Сегментарное vitiligo характеризуется появлением белых пятен на коже, ограниченных частью тела, расположенной строго слева или справа от линии позвоночника. Каждое пятно связано с определенным участком спинномозгового нерва, что называется иннервацией. Этот тип vitiligo чаще всего начинается в детском возрасте и стабилизируется после активного развития в течение 1 или 2 лет. Следующим надо назвать несегментарное vitiligo. Оно может проявляться на любой части тела, без определенной локализации. Это наиболее распространенный тип vitiligo, встречающийся у примерно 90% пациентов. Несегментарное vitiligo обычно характеризуется длительным хроническим течением с постоянным развитием новых очагов. Но также возможны периоды ремиссии, когда пятна остаются без изменения или даже немного уменьшаются в размерах. На этой схеме вы видите наглядное представление, как определить тип vitiligo у пациента. При этом надо понимать, что эта схема применима для уже развитой стадии болезни. На начальной стадии, когда присутствует только одно пятно, определить тип vitiligo невозможно. Последний, третий тип – это недетерминированное vitiligo. Иначе говоря, это смешанный тип vitiligo, который не может быть однозначно отнесен к сегментарному или несегментарному типу. Этот тип vitiligo характеризуется неоднородным распределением пятен на коже и может иметь различные формы и локализации. Смешанный тип vitiligo трудно распознаваем и часто рассматривается врачами на приеме как вариант несегментарного vitiligo. Однако терапия очагов сегментарного и несегментарного vitiligo со временем проявит разницу в клинической картине, поскольку несегментарные очаги могут реагировать на терапию, а сегментарные нет. Важно понимать, что международная классификация форм vitiligo, введенная в 2012 году, позволяет более точно диагностировать разновидность vitiligo у пациентов и помогает в выборе тактики лечения. Несегментарное vitiligo выглядит более перспективным с точки зрения поиска методики системного лечения. Под системным лечением понимается воздействие на причину болезни с целью полного выздоровления. К сожалению, медицина до сих пор применяет только симптоматическое лечение, и будущие научные открытия еще впереди. Не забудьте подписаться на канал Vitiligo AI и поставить лайк, если видео было для вас полезным. В следующих выпусках мы обсудим научные работы в этой области и возможные ключи к решению проблемы vitiligo. Оставайтесь с нами.